Привет всем! В этой таблице я собрал самые важные футбольные турниры, которые взяли паузу в связи с распространением коронавируса. Начнем с Лиги Чемпионов. Матчи, которые были запланированы на 17-18 марта, отменены. Напомню, что должны были между собой провести игры Манчестер Сити и Реал, Бавария, Челси, Барселона, Наполи, а также свой второй поединок 1/8 финала не сыграет Ювентус и Лион. Такая же ситуация и с юношеской Лигой Чемпионов. Когда ждать возобновления? Мы считаем, учитывая, что карантин длится 2-3 недели, то и восстановление займет столько же времени. Начало стоит ждать в начале апреля, но это форс-мажор, от более длительного срока никто не застрахован. Лига Европы. Следующие матчи этого турнира 19 марта, они также отменяются. Жеребьевка Еврокубков, которая должна была состояться 20 марта, перенесена на другую дату. Эти турниры проводятся под эгидой УЕФА. Перенесены отборочные игры к чемпионату мира 2020 года. Напомню, что этот турнир проводится под наблюдением FIFA. Старт был запланирован на 22 марта, а следующие даты сдвинуты на неопределенный срок. Чемпионат Англии по футболу. Издание Times сообщило, что матчи АПЛ будут проходить без зрителей, но сегодня стало известно, что руководство лиги пошло на более жесткие меры. Игры английского чемпионата приостановлены до 3 апреля, то есть 30 и 31 тур откладываются на неопределенный срок. Но к лету турнир планируют завершить. Такая же ситуация и в низших дивизионах Англии. Как будто бы сговорились по команде. В ближайшие 2 тура игры чемпионата Испании также не предвидится. Ла Лига приостановлена. Сообщается, что через 3 недели Ла Лига возобновится. Такая же участь ждала и другие испанские футбольные чемпионаты. Чемпионат России. Турнир продолжается, однако будут введены ограничения до 5000 болельщиков на московские матчи. Мера будет действовать до 10 апреля. Во второй лиге России ФНЛ введено ограничение на количество человек в Москве. То есть то же самое, не более 5000 зрителей на трибунах в московских играх. В ближайшие выходные мы планируем рассказать об этом турнире. Под запрет попадает одна игра Чертанова-Мордовия. В Германии в ближайшие выходные состоится 26-й тур. Все в порядке, но он пройдет без зрителей. Затем пауза до 2 апреля. Грамотно. Бундеслига пропустит только 1 тур, в отличие от Англии, Испании, ну и других турниров, о которых мы сейчас узнаем. Чемпионат Франции планировалось играть без зрителей до 15 апреля, но сегодня появились сообщения, что вмешался лидер страны, после чего чемпионат потух до первых чисел апреля. Италия, которая и так проводила по несколько игр в туре, решила взять перерыв до 4 апреля. В Австрии следующие 2 тура будут переброшены на резервные даты. Мы знаем, что матч Лиги Европы между Ласком и МЮ прошел без болельщиков. Чемпионат Португалии также планировалось не отменять. Чемпионат Украины будет играться, но при пустых трибунах. Снятие ограничений должно произойти 3 апреля, но никто не может этого гарантировать. Грузия приостановила свой чемпионат до 1 апреля. В Казахстане отменены все массовые спортивные мероприятия, однако футбол никто не отменял. Известно, что матчи казахстанского чемпионата будут проходить без зрителей до 3 апреля, а в ближайшие выходные старт нового сезона. В Беларуси турнир еще не начинался, тут опасений переноса нет. Первый тур назначен на 19 марта. Остановлены ряд чемпионатов, среди которых болгарский, славянский, польский, бельгийский, голландский и так далее. Сроки приблизительно те же до начала следующего месяца. Что касается товарищеских игр между национальными командами, которые должны были пройти в конце марта, скорее всего они состоятся, ведь для них не так важна аудитория. Здесь тренеров больше всего волнует проверить форму команд. Пока остается неясным ситуация с Евро 2020 года. Если судить по неофициальным данным, то чемпионат Европы 2020 года пройдет в 2021 году. Но это будет уже не юбилей. Есть мнение, что некоторые страны-хозяйки могут принять у себя больше дополнительных матчей. Почему турнир может быть перенесен на следующий год? Дело в том, что Англия, Испания и другие федерации просят сдвинуть сроки проведения чемпионата Европы, так как они могут не успеть завершить свои внутренние турниры. Со стыковыми матчами Лиги наций, которые дают путевку на Евро, станет известно 17 марта. Тогда и состоится экстренное собрание УЕФА. Если вам известно про другие турниры, милости просим в комментарии. Вот такая вот пятница 13-2020, после которой, возможно, под шумок создастся Суперлига. Ха-ха-ха. Здоровья вам, с вами был Спортивный.